Война. День 240. Ситуация на фронтах. Россия продолжает обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. В некоторых регионах это приводит к веерным отключениям света. Удары наносят с помощью иранских дронов «Камикадзе» «Шахед-136», но их эффективность с каждым днем становится ниже, так как украинское ПВО адаптируется к их тактике. Также удары наносятся крылатыми ракетами, хотя количество пусков сильно ниже, чем раньше. Альянс Свободы. Греция начала передачу своих БМП-1 Украине в рамках кругового обмена. Взамен они получат от Германии БМП «Мардер». Логика такой передачи в том, что украинским войскам не нужно переучиваться на новую технику, в том числе осваивать тактику использования. Также в Украине умеют и знают, как ремонтировать и обслуживать подобные машины. Греческие боевые машины пехоты-1 – это модернизированные в Восточной Германии советские БМП, которые после объединения были переданы Греции. Там они дополнительно были оснащены пулеметом Н-2 «Браунинг». Восток. Продолжаются приграничные обстрелы. Также россияне нанесли ракетный удар по Харькову, в результате чего 5 человек получили ранения. Бои идут по линии Сватово-Кременная. Тут российские войска предпринимают попытки оттеснить украинцев дальше от трассы Р-66. На другом берегу Северского Донца россияне атакуют Белогоровку, Спорное, Солидар и Бахмут, где бои идут уже на подступах к городу, но непосредственно в город войти они не могут. Также сообщается о боях в районе Донецка, где россияне атакуют Авдеевку и Марьинку, но безуспешно, как и 7 месяцев до этого. Дальше обстрелы вдоль всей линии фронта, но без продвижений. Россияне в очередной раз обстреляли Запорожье комплексами С-300 в режиме «Земля-Земля». Юг. Ночью были нанесены очередные удары по Антоновскому мосту в Херсоне. Россияне жалуются, что в результате пострадали мирные жители, хотя удар наносился в комендантский час, и никаких мирных жителей там быть не должно. В свою очередь известно, что под удар попали российские пропагандисты, незаконно въехавшие на территорию Украины. Один из них был уничтожен. Продолжают поступать сообщения касательно возможного подрыва Каховской ГЭС. Изначально россияне обвинили в этом украинцев, что они готовят подрыв, хотя технически возможности удаленно взорвать ГЭС у Украины нет. Теперь уже Зеленский сообщил, что россияне заминировали плотину и готовят подрыв. Логика такого подрыва может быть лишь в случае отступления российских войск на левый берег, дабы остановить ЗСУ. Но в случае подрыва ГЭС затопит в основном левый берег, так как он ниже. Также это лишит воды Крым, так как вода из Каховского водохранилища перестанет наполнять Северокрымский канал. Хотя опыт подрыва у россиян подобных сооружений есть, как в случае с подрыва Криворожской плотины. Поэтому, если вы живете в зоне потопления, лучше на всякий случай позаботиться о своей безопасности. Тем более, что сейчас Путин может захотеть скосплеить Сталина и тоже подорвать плотину на Днепре, как это было с Днепрогэс в 1941 году. Спасибо за просмотр, буду рад видеть ваши адекватные комментарии, а также благодарен вашим лайкам, подписке и колокольчику, а также огромное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово.